Всем здравствуйте! Хочу сегодня сделать видео на ту тему, на которую я вам обещал на последнем стриме, а именно тот инсайт, который у меня есть, я хочу с вами поделиться им. Я точно не помню, то ли мне это подбросили опять в письме в конверте, то ли мне это приснилось, но поступила такая информация из Киева, вроде бы как, в этом письме или во сне моем. Значит, то, что всерьез слуги народа готовятся к выборам. И эти выборы ожидаются либо в ближайшую осень, либо в следующем марте. Что планируется сделать? Планируется совместить выборы президентские и парламентские. Да, там есть миллион нюансов юридических, но поскольку у нас, я уже много раз говорил, одни решали юристы Верховной Ради и слугах народа, они это успешно, естественно, порешают, если им будет нужно. Более того, по этой же информации, Ермак активно травит разных силовиков, на разных, чуть ли не сказал бизнесменов, в кавычках бизнесменов типа Кауфмана в Одессе, для того, чтобы обеспечить им безопасность, неприкосновенность в обмен на большие деньги для предвыборной кампании «Слуг народа». Да, звучит странно, и я не выдаю вам эту информацию как правду. Я вам делюсь тем, с чем поделились со мной. Особенно это так себе звучит вот недавно после обстрела, который произошел в городе Киеве, да и в других городах, я имею в виду массовый ракетный обстрел. Но, понимаете, просто так такие слухи не ходят, и это не один источник, это 3-4 источника подтверждают эту информацию. Но и это еще не все. Всерьез рассматриваются такие разговоры, идут, что есть очень жесткая уверенность у Зеленского, офиса президента, в том, что эти выборы состоятся, максимум в марте. То есть приходит в голову мысль, которая у меня пока не укладывается, вы напишите в комментариях, укладывается ли она у вас, что есть некие договоренности уже с Байденом. Я не знаю, как там с Путиным, мне это вообще очень тяжело для себя представить. Но вы видите, нам не дают ленд-лиз, и ленд-лиз полностью ушел из информационного поля. То есть это словосочетание вообще нигде никем не упоминается, ни в США, ни в Украине. То есть какая-то игра, видимо, все-таки идет. Я не знаю ее масштаб, не знаю, можно ли это назвать какой-то договоренность, договорняк, как любят у нас люди. Но, видимо, что-то происходит. Из этих же источников тоже стало известно, что, возможно, даже будет, ну не знаю, по всей стране, наверное, невозможно, в некоторых регионах Украины, ну а может быть и по всей стране, отменено военное положение. Именно тогда, когда случится некое перемирие, будем так это называть. И всерьез рассматривается вопрос корейского варианта по аналогии с Южной и Северной Кореей. Я еще раз повторюсь, тяжело сейчас это представить, потому что война это такое дело, где такие инсайды и в принципе озвучивать дело неблагодарное, а тем более в свете событий последних дней. Но еще раз хочу сказать вам, понимаете, не бывает дыма без огня, просто так такая информация не появляется. И самое ключевое здесь это то, что действительно осенью должны были состояться плановые выборы, дальше в марте президентские. И тут они уже анонсируют, что вот-вот наша победа будет. То есть происходит что-то очень серьезное. Ну а еще из последних заявлений там Зеленского, вот он выступил, сказал, что я с Трампом разговаривал, когда Трамп еще был президентом. И он вроде бы был не так глубоко в материале. И вот эти его сейчас разговоры, что он за сутки закончит войну, это все ерунда, потому что тогда он ничего не смог закончить. Мне просто интересно. Вот Зеленский фактически обвинил Трампа в том, что идет война, и что война не заканчивается. Или вернее, то, что Трамп эту войну не закончил. А какую войну, если Зеленский рассказывал про шашлыки? Можно спросить. Войны никакой не было. Было АТО, которое началось при Обаме. И Крым был отжат, напоминаю, при Обаме. И ЛДНР образовалась при Обаме. А при чем здесь, собственно говоря, Трамп? Это уже когда не знаешь, куда стрелки перевести, уже начинаются такие моменты в сторону Трампа. Но что будет делать Зеленский, если на тот момент он будет президентом, а я уже уверен, что он пойдет на президентские выборы, если, дай бог, кстати говоря, я подчеркиваю, дай бог, чтобы как можно начались быстрее выборы, мир пришел в Украину, это было бы супер. Это было бы супер. И если Зеленский он пойдет на эти выборы, выиграет, а в Америке следующей осенью выиграет, через вернее одну осень выиграет Трамп в 2024 году, то как после этого всего с ним будут разговаривать? А я вам расскажу как. Мощнейший аудит и тюрьма. И тюрьма американская. Не знаю для кого, но американская тюрьма. И зрителям, у меня много антитрампистов в комментариях обычно заселяются. Спецпрокурор США по делу Трампа признал, что все вот эти вот дела якобы Трамп агент Кремля или что-то около этого фейк.
И все они были возбуждены в США абсолютно не по закону, безосновательно, высосано из пальца для того, чтобы просто поднять политическую бучу. У меня нет ни капельки сомнений, что это все делает и финансирует Сорос. Кстати, спасибо, Илон Маск выступил против Сороса, сказал, что хватит финансировать уже этих левых прокуроров. Это все разрушает Америку и разрушает мир. Вот так это все и происходит. Я уже как-то говорил, худшие технологии из постсоветского союза пришли в США, к большому моему личному, да и вашему, наверное, сожалению. Вот такие вот дела, друзья. И понимаете, тут надо сейчас держать руку на пульсе. Нужно учиться читать между строк. И вот когда происходят эти атаки, и вот сейчас там Резников, кажется, опять заявил, вот, мы сбили 7 кинжалов. Правда, уже идут слухи о том, что они одну батарею Патриота нам повредили, но дело не в этом. Мы сбили 7 кинжалов, враг будет повержен, скоро все будет хорошо. У них осталось 73 кинжала или 63 кинжала. Это как какое-то издевательство просто звучит. Поэтому никогда не верьте вот такой прямой информации. Не все так просто. Идет дезинформация со всех сторон. Никогда никто во время такой серьезной рубки войны не скажет правду. А если действительно кто-то где-то с кем-то договорился, я третий раз должен подчеркнуть, мне это слабо в голове укладывается. Ну, по крайней мере, со стороны Путина. Между Зеленским и Байденом я еще как-то, может быть, могу понять. Давайте просто наблюдать, что будет, и болеть за ЗСУ. И еще хочу подчеркнуть, мне очень, не то чтобы не нравится, я считаю, не очень правильно. Там, слава нашему ПВО, отбили ракеты. Да, конечно, слава нашим воинам. Но ПВО американское. Американское ПВО. Как и все другое вооружение от Европы и Америки. И надо всегда за это говорить спасибо. Украина на сегодняшний день существует только благодаря Америке. Еще раз прошу написать ваше мнение в комментариях по поводу вот этого, назовем это инсайт. Что вы про это скажете, какое ваше мнение, потому что мне интересно. И я думаю, вот сейчас у нас идет май месяц, я думаю, к осени действительно уже полностью мы будем с вами понимать картину, что будет в ближайшем будущем. И я всегда вам буду, все ближайшие видео, наверное, буду говорить, я очень хочу окончания этого всего. И как можно быстрее, чтобы начался в Украине политический процесс. Мы узнаем, кто есть кто. Мы узнаем выгодополучателей всего. Вернее, многого из того, что происходит. Мы узнаем, кто во время войны занимался делом, кто зарабатывал на этом огромные деньги. Мы все узнаем. Появилось очень много богатых людей, если можно так сказать, благодаря войне. Эти люди, конечно же, многие тоже пойдут в политику. И еще раз, это вот, может быть, у многих вызвало недопонимание, когда я выпустил видео со своими реформами, мол, да что ты, тут война, а ты тут какие-то реформы, да тут еще непонятно, что будет. Это вы думаете, что непонятно, что будет. А вся информация показывает и ведет к тому, что там уже все идет полным ходом. И если вы себя настроите, что я вот о политике до конца войны не думаю и вообще не буду думать о будущем Украины, потому что идет война, вот как только наступит мир, те, я имею в виду политики и офис президента, они уже будут готовы. Да и Петро и все остальные, они уже готовы. Запомните, они уже на низком старте, политтехнологи уже в поте лица разрабатывают технологии, самые, конечно же, мерзкие, как всегда это в Украине, в любых постсоветских странах происходило. Поэтому верим в лучшее, ждем окончания войны, ждем победу, но не забываем говорить о том, как дальше жить. Для того, чтобы это все не было бессмысленно. Потому что мы отстаивать, как я это вижу, отстаиваем совсем другую философию жизни. А не один тоталитарный режим против маленького тоталитарного режима. Я такого не хочу. Украина должна быть свободной страной во всех смыслах этого слова. И от России, и от рашистов, от Путина. Но и местного подобия не вырастить. А пока все к этому идет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик, это очень важно. И комментарий, конечно, тоже. Пока.